Добро пожаловать на наш канал, и сегодня поговорим про художника, который открыл мир простых людей. Питер Брейгель старший. Дата рождения Брейгеля остается неясной, но предполагается, что он родился около 1525 года поблизости города Бреда, в деревушке Брёгель, в семье бедного крестьянина. Название деревушки художник передал в дальнейшем своему роду. Питер Брейгель – величайший нидерландский художник, писавший в своем достаточно своеобразном стиле. Его картины хороши для долгого и вдумчивого ознакомления для тех, кому некуда спешить. Желательно при знакомстве с его творчеством захватить лупу, поскольку там написано множество мелких, но зачастую достаточно обезличенных фигурок, каждая из которых занята каким-либо своим делом. Все вместе это создает ощущение некого хаоса, где сложно сосредоточиться на чем-то одном, особенно если смотреть на картину мельком, одним взглядом пытаясь охватить все происходящее на ней. Питер Брейгель-старший был очень терпеливым и старательным художником, не боялся больших масштабов и множества фигур на своих картинах. Так, на полотне «Игры детей» искусствоведы насчитали 230 маленьких человечков, словно бы несколько начальных классов вышли одновременно во двор и затеяли разнообразные игры. Кошмар для воспитателей. Впрочем, настоящие кошмары были в других его работах, например, «Триумф смерти», посвященный нашествию карательных отрядов испанцев во главе с герцогом Альбой. Тогда испанская инквизиция надумала искоренить ересь и не жалела для этого ни жизни своих солдат, ни тем более жизни еретиков и протестантов. Сам король Филипп II говорил: «Я готов пожертвовать и 100 тысяч жизней своих солдат, лишь бы искоренить ересь». Впрочем, во все времена были правители, чьи личные амбиции и желание следовать какой-либо, зачастую совершенно неоправданной цели, приводили к немалым жертвам среди простых людей. На картине «Триумф смерти» рядом с обычными солдатами соседствуют скелеты. Все это сопровождается нагромождением мертвых тел и шеренгами идущих крестоносцев. В этих картинах очень сложно найти перспективу. Брейгель часто применяет прием углового смещения, особой точки, с которой нужно смотреть на картину, чтобы она предстала в наиболее выгодном свете. Но эту точку еще нужно найти. Так-то потоптаться возле картины этого художника иногда придется немало, хотя оно того стоит. Он часто не выделял своих главных персонажей. Так на картине «Путь на Голгофу» нужно еще найти фигурку Иисуса Христа. И эта работа не единственная. Например, на картине «Перепись в Вифлееме» далеко не у всех получается с первого взгляда обнаружить святое семейство. В центре картины расположена никем не замеченная пара. Он с плотницким инструментом, она верхом на осле. Только по этим атрибутам можно понять, что в город прибыло святое семейство. А глядя на полотно падения Икара, взгляд упирается на пашущего крестьянина, но никак не на Икара, о присутствии которого можно догадаться лишь по ногам, торчащим из моря. Одной из отличительных черт творчества Брейгеля стало его внимание к простому человеку. В то время, как многие художники того периода фокусировались на религиозных сюжетах, Брейгель все больше стал обращать внимание на мир крестьян, жителей городов и на обычные, порой грубые моменты повседневной жизни. В его работах часто можно увидеть сцены праздников, ярмарок, работы на поле, сцены из народных пословиц, фольклора. Это делало его картины совершенно новыми и свежими для своего времени, так как в основном живопись того периода ограничивалась исключительно высокими темами – религией, мифологией или героическими сюжетами. Одним из самых известных произведений Брейгеля является картина «Крестьянский танец» 1568 года, которая изображает крестьян, танцующих на улице. Эта картина стала настоящим шедевром жанровой живописи, ведь на ней изображена не идеализированная, а настоящая, порой грубая и необработанная жизнь людей, в которой Брейгель находит красоту и правду. Он прекрасно передает атмосферу праздника и веселья, но также затрагивает более серьезные вопросы о бедности и трудностях крестьянского существования. Потому ничего удивительного, что Питера Брейгеля-старшего искусствоведы его времени называли Питером-шутником. И действительно, все это напоминало шутки, правда своеобразные.
Но таково было время, да и сам Питер Брейгель-старший получил еще одно прозвище – Брейгель-мужицкий. Он не создавал картины на темы, считающимися высокими. Красивые античные сюжеты, ноги и богини и наяды, заказные напыщенные портреты монархов и аристократов, предпочитая писать сцены из жизни крестьян и ремесленников и вообще всевозможных низов общества. Несмотря на свою приверженность изображению простых людей и повседневной жизни, Брейгель не обходил и религиозные темы. Его картины часто наполнены глубоким философским содержанием, которое касается моральных вопросов. В частности, его произведение «Искушение святого Антония». Это не только религиозные сюжеты, но и изображение человеческой слабости, порока и искупления. Эти работы являются ярким примером его умения соединять религиозное и философское, при этом не теряя связи с реальностью. Важным примером работы Брейгеля, которая отображает его философский подход, является картина «Семь смертных грехов». Картина, изображающая все 7 грехов, является одновременно аллегорией и предупреждением. Каждое изображение на картине наполнено символами, отражающими пороки человека, и напоминает о тщетности человеческой жизни. Про происхождение Питера вообще ничего не известно, можно только строить догадки. Лишь когда Брейгель стал учиться у антверпеновского художника Питера Кука ван Альста, то его биография становится более-менее ясной. Правда, искусствоведы задаются вопросом, что же их связывало. Дело в том, что они понимали живопись по-разному. Питер Кук ван Альст предпочитал писать в классическом романтическом ключе, берущем начало от итальянской живописи. Он был придворным художником Карла V и для работы выбирал столь нелюбимые Брейгелем высокие темы. Возможно, их связывала дружба, не случайно ван Альст часто приглашал Брейгеля к себе домой и даже давал нянчить свою маленькую дочку. По настоянию своего учителя Брейгель поехал в Италию, но работы итальянских мастеров не произвели на него никакого впечатления. Даже картины великого колориста Тициана оставили равнодушным. Впрочем, из итальянской поездки Брейгель выявил главное – человек – часть природы, а потому люди на его картинах лишь элементы пейзажа, а не венец творения. Они почти лишены индивидуальности, Брейгелю не интересно отдельные личности, он смотрит весь окружающий мир. Поэтому, помимо жанровых сцен, Брейгель также создает множество пейзажей, в которых природа становится не просто фоном для действий людей, а важным элементом картины, имеющим свой собственный символизм. Примером такого подхода является его знаменитая картина «Охотники на снегу» из цикла работ «Времена года», на которой изображены несколько охотников, отправившихся в лес. Брейгель использует пейзаж, чтобы подчеркнуть величие природы и хрупкость человеческих усилий. Другим важным аспектом его творчества были картины, в которых природа и ее элементы, как, например, горы, облака, небо, становились метафорами человеческой судьбы. Одним из ярких примеров такого подхода является картина «Гербарий», где он изображает сцены из жизни, наполненные символами. В частности, эта работа может быть интерпретирована как осознание бренности жизни. Личная жизнь Брейгеля также имела большое значение для его творчества. Он как-то поддерживал отношения с одной служанкой, вот только та очень любила приврать, что не нравилось правдолюбивому художнику. И он поставил условие: за каждую ложь будет делать зарубку. Если их наберется 6 штук, то о свадьбе не может быть и речи. Служанка-то испытаний не выдержала, и Брейгель отказался жениться на ней. Но в 1563 году Брейгель женился на подросшей дочке своего первого учителя ван Альста Маргарите. И это нашло отражение в его творчестве. Их брак был не только счастливым, но и плодотворным для его творчества. У пары было несколько детей. Питер старший, прозванный впоследствии Адскин и копировал работы своего знаменитого отца. Второй сын Ян Брейгель старший, получивший прозвище Райский, станет знаменитым пейзажистом, и дочь Мария. Семья, по всей видимости, играла важную роль в жизни художника. Чтобы заработать денег, Брейгель рисовал гравюры для известного в Голландии гравера Иеронима Кока. Тот был человеком предприимчивым и разумно рассудил, что дорогие картины, написанные маслом, могут себе позволить лишь богатые аристократы и купцы. Желая угодить вкусам богатых заказчиков, Кок не гнушался ставить фальшивые подписи на гравюрах. Так, гравюра «Большие рыбы поедают малых» была продана с подписью Босха.
А вот дешевые гравюры с удовольствием приобретут ремесленники и даже крестьяне, которые и составляли основную часть населения. Пусть за гравюру он получит меньше денег, объемы решают все. И чтобы их обеспечить, нужен умелый и быстро работающий рисовальщик, такой, как Питер Брейгель. Но времена были суровые. Именно тогда Брейгель и написал свою знаменитую картину «Избиение младенцев», посвященную, как и «Триумф смерти», чудовищным преступлениям испанцев под руководством герцога Альбы. Тот был истинным фанатиком и не щадил трудолюбивых и бережливых голландцев, которые на свою беду приняли протестантизм. Многих голландских женщин те инквизиторы принимали за ведьм и безжалостно жгли на кострах. Неудивительно, что Брейгель и создавал такие мрачные картины, а как иначе честному художнику, искренне сочувствующему всем попавшим под безжалостный каток карателей герцога Альбы, выразить в творчестве свое отношение к происходящему. Мрачные темы сменились более жизненно утверждающими и оптимистичными. Тона картин стали светлее, а знаменитый цикл картин «Времена года» создает ощущение радости и удовлетворения жизнью. Ведь простым людям много и не надо. Мир и возможность заработать на кусок хлеба, что и постарался Брейгель изобразить на своих картинах. Творчество Питера Брейгеля оказало огромное влияние на искусство своего времени и на будущее. Он стал одним из ведущих представителей фламандской живописи и заложил основы для развития жанровой живописи и пейзажей в последующие века. Его уникальный стиль и внимание к деталям стали важными для многих художников эпохи барокко и не только. Несмотря на то, что Брейгель не следовал в полной мере идеям итальянского ренессанса, его работы все же проникнуты гуманистическим духом. Он отображал мир с реалистичной точностью, при этом не упускал из виду философские и моральные вопросы. Питер Брейгель-старший был художником, который открыл миру новый взгляд на человеческую жизнь. Он умел видеть красоту и трагизм в самых обыденных и простых сценах. И его работы, наполненные глубоким символизмом и философским смыслом, остаются актуальными и вдохновляющими по сей день. Брейгель скончался 9 сентября 1569 года в Брюсселе от непонятной болезни, так и не обучив толком своих сыновей, поскольку тогда они были еще очень малы. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Лайк и комментарий – отличный способ поддержать канал и автора.